Озгю Кая и Мурат Далкылыч, неужели свадьба ближе, чем мы думали? После свежего признания актрисы-поклонники гадают, это просто красивые слова о любви или уже прямой намек на скорый брак? Пока одни ждут марш Мендельсона, Кандерчел снова взрывает заголовки. Канны переезд в Лондон и одна громкая новость, которая звучит слишком идеально. Вокруг Ханди всегда много блеска, но мы с вами проверим, что из этого правда, а что лишь красивая выдумка соцсетей. Тем временем Мурат Уналмыш готовится к возвращению на экраны. То старая сказка еще даже не снимается, а зрители уже спорят, кто станет его партнершей и почему именно Каппадокия будет настоящим сердцем этой истории. Сегодня в выпуске будет все: любовь, новые сериалы и неожиданные откровения звезд. Но я очень советую вам досмотреть ролик до конца. Ближе к финалу мы разберем тему, которая буквально расколола турецких зрителей на два лагеря. Одни говорят, все нормально, это просто работа актеров. Другие возмущаются, индустрия снова наступает на старые грабли. Где здесь настоящие факты, а где просто шум ради просмотров? Устраивайтесь поудобнее, сейчас спокойно, но с огоньком разберем все по порядку. Озгю Кая заглянула на шоу к Ибрагиму Селиму. Казалось бы, обычное интервью. Но вы же знаете наш турецкий шоу-бизнес. Иногда одна брошенная с улыбкой фраза вызывает больше шума, чем финал любимого сериала. Уже около года Озгю встречается с певцом Муратом Далкылычем. Они не из тех, кто делает из любви реалити-шоу в соцсетях, поэтому каждое ее слово ловит на лету. В этот раз актриса призналась, в любви для нее главное волнение, уважение и страсть. И если страсть это искра, то уважение – железобетонный фундамент. Без него, как ни крути, далеко не уедешь. Но лично меня зацепило другое. Озгю сказала, что рядом с любимым мужчиной ее энергия полностью меняется, она светится и становится счастливее. А когда добавила, что легко может сама сделать первый шаг во флирте, соцсети просто взорвались. Никакого ожидания у моря погоды, только уверенность женщины, которая знает, чего хочет. Естественно, журналисты тут же вспомнили про Мурата. Турецкая пресса уже несколько месяцев упорно пишет: в конце лета нас ждет свадьба. Но давайте честно, пока сама пара не назвала дату и не показала кольцо, это лишь слухи. Хотя, согласитесь, дыма без огня не бывает. Когда женщина так открыто говорит о своих чувствах, не превращая их в витрину для лайков, понимаешь, все очень серьезно. Посмотрим, доведет ли эта красивая история до алтаря уже в этом году. И пока одни готовятся к возможной свадьбе, другие вспоминают, с чего все начиналось. Наша следующая героиня – Серенай Сарыкая, и ее свежее признание вовсе не про блеск бриллиантов. Это жесткая, но очень жизненная история о том, как заработать первые деньги, когда в семье не осталось ни копейки. Серенай Сарыкая – это имя давно ассоциируется с Каннами, модными съемками и блеском софитов, но в своем свежем интервью актриса неожиданно сняла звездную броню. Она рассказала очень простую, по-человечески жесткую историю о том, как заработала свои первые деньги. Никаких красных дорожек и связей, только финансовый кризис в семье и желание помочь. Представьте, молодая девушка видит, что дома не хватает денег, другая бы начала жаловаться или ждать чуда, но Серенай поступила иначе. В пляжном клубе она заметила маленькую проблему. Гостям было тяжело идти от парковки до шезлонгов по жаре, и она просто подошла к хозяину со словами: «Я буду отвозить ваших гостей, а вы мне за это заплатите. И знаете, что мне в этом нравится? Никакого пафоса и ожидания великого шанса. Она сама нашла проблему и сама предложила решение. Кто-то скажет: подумаешь, подвозила отдыхающих. Но давайте не будем обесценивать». Именно из таких моментов выковывается тот самый внутренний стержень, который сегодня держит актрису на вершине турецкого шоу-бизнеса. За любой глянцевой обложкой скрывается живой человек. И когда звезда такого уровня честно вспоминает о трудных временах, не пытаясь казаться идеальной, дистанция между ней и зрителем исчезает. Лично для меня после этого признание Серенай стало намного ближе. Согласитесь, такие истории добавляют человеку веса куда больше, чем очередное дорогое платье на премьере. А теперь от личных историй мы переходим к новостям, где уже вовсю пахнет большим сериальным сезоном. На горизонте маячит новый амбициозный проект «Старая сказка». В главной роли харизматичный Мурат Уналмыш, а декорациями станут магические пейзажи Каппадокии.
Но главная интрига сейчас в другом. Рядом с этим сериалом все чаще звучит имя Озги Азаджар. Кто же в итоге станет экранной парой Мурата и сможет ли этот проект зацепить зрителя с первой серии? Новый сезон турецких сериалов только раздает карты, но вокруг одного проекта уже стоит приятный шум. Речь о старой сказке. И здесь есть сразу несколько деталей, из-за которых эту премьеру точно нельзя пропустить. Во-первых, главная роль у Мурата Уналмыша. Вы прекрасно знаете этого актера. Он не просто красиво смотрит в кадр, он умеет нести на себе мощную драму. У него такая фактура, что от его героя сразу ждешь тяжелого прошлого, застарелой боли и тайны. Для классической мелодрамы это чистое золото. Во-вторых, съемки пройдут в Каппадокии, и это звучит невероятно вкусно. Каппадокия в турецких сериалах это не просто фон для открытки, там каждый камень буквально шепчет. Сейчас начнутся запретные чувства и старые семейные разборки. Там не нужна лишняя мишура, достаточно рассвета, каменного дома, сильного мужчины и женщины, который перевернет его жизнь. И вот тут начинается самое интересное. Возможной партнершей Мурата называют Озги Азаджар. Сразу оговорюсь, контракт еще не подписан, идут переговоры. Но сама идея такого дуэта очень интригует. Мурат – это зрелая, тяжелая энергия. Озги – яркая, живая, современная. Если их столкнуть в одном кадре, мы получим не просто красивую картинку, а настоящий пожар. Ведь лучшие турецкие драмы держатся именно на нерве и контрасте, а не на сладких улыбках с первой серии. Название «Старая сказка» звучит мягко, но мы-то с вами знаем. В турецких сериалах добрых сказок не бывает. За этим фасадом наверняка прячутся тугие семейные узлы, которые никто не мог развязать годами. Похоже, телеканал Show TV готовит для нас проект в старой доброй манере, по которой зрители уже откровенно соскучились. Хватит с нас пустых глянцевых историй, где все красивые, но внутри абсолютная тишина. Так что, за старой сказкой будем следить очень внимательно. Главное, чтобы химия между актерами случилась, тогда даже один взгляд в коридоре мы будем обсуждать больше, чем финал какого-нибудь блокбастера. А пока одни только готовятся к съемкам, другие уже блистают на мировой арене. Дальше у нас Канны и Ханде Эрчел. Тема громкая, роскошная, но с одной важной поправкой. В мире соцсетей эффектная фраза часто разлетается быстрее реальных фактов. И сейчас мы выведем эту историю на чистую воду. Где появляется Ханде Эрчел, там сразу начинается шум, обсуждают все. Платье, взгляд, походку, с кем стояла рядом и кто как на нее посмотрел. У этой девушки определенно есть магия удерживать внимание, но именно поэтому каждую новость о ней нужно делить на два. В этот раз по соцсетям разлетелась очень громкая фраза. Якобы Ханде стала единственной турецкой актрисой, попавшей в список самых обсуждаемых персон Каннского фестиваля. Звучит как готовый заголовок для глянца, согласны? Только вот это неправда. Да, Ханде действительно сияла, и о ней много писала пресса. Но на Каннском фестивале обсуждали и Диmet Özdemir, и Озгю Намал, и Мелиссу Аслы Памук. Турецкий магазин «Мир» просто взял реальный факт и ради хайпа прикрутил к нему слово «единственное». Громкость новости выросла вдвое, а вот правда потерялась. Лично меня удивляет другое. Зачем лепить фейковые рекорды актрисе, которая в них абсолютно не нуждается? Ханде уже давно переросла статус просто сериальные звезды, став международным лицом брендов. Сталкивать турецких актрис лбами, устраивая искусственную гонку кто кого уделал на дорожке – дешевый трюк. Гораздо важнее другое. Канны доказали, что турецкие звезды окончательно перестали быть локальными и вышли на мировой уровень. Кстати, если вы тоже устали от высосанных из пальца заголовков и цените честные разборы, обязательно подпишитесь на канал. Дальше градус будет только расти. Ведь за фестивальным блеском у Ханде Эрчел началась совсем другая, куда более интригующая история. Она отправилась в Лондон, чтобы почти полгода провести в языковой школе. И возникает логичный вопрос. Зачем с такой бешеной популярностью вдруг понадобилось так серьезно браться за английский? Кажется, нас ждет выход на совсем другой рынок. Но об этом чуть позже. Сейчас мы переходим к Чаглару, Эртугрулу и теме, из-за которой в Турции разгорелся нешуточный конфликт. Там спорили уже далеко не о платьях. После вспышек Каннского фестиваля у Ханде Эрчел развернулась совсем другая история.
Никаких красных дорожек, люксовых брендов и вечного глянца. Все гораздо тише, но, как по мне, куда интереснее и важнее для ее будущего. Турецкие СМИ пишут: Ханде завершила полугодовое обучение в языковой школе в Лондоне. Студенческие будни, расписание, зубрежка английского и памятные фото с преподавателями на прощание. Согласитесь, это здорово сбивает пафос. Мы привыкли видеть ее недосягаемой звездой, вокруг которой все крутится само. А тут обычный человек, который сел за парту, чтобы вложиться в себя. Кто-то скажет: ну, выучила язык, эко не видаль. Но давайте смотреть стратегически. Для актрисы уровня Ханде это не просто строчка в резюме. Красивое лицо открывает двери на международный рынок, но чтобы там остаться, нужно уметь говорить. Работать без переводчиков, давать живые интервью, понимать режиссера на площадке. Это свобода, без которой глобальной звезды не получится. Сложите дважды два. Канны показывают, где Ханде уже видит, а Лондон показывает, к чему она реально готовится. Конечно, фанаты уже мечтают о крупном зарубежном проекте. Прямых подтверждений пока нет, но если через пару месяцев мы услышим о ее контракте с международной платформой, вы вспомните именно эту лондонскую историю. Ну а теперь прощаемся со спокойными новостями и переходим к настоящему пожару. Чаглар Эртугрул, Дерия Пынар Ак и кастинг, который буквально взорвал турецкие соцсети. Спорили уже не о платьях и языках, а о том, где вообще проходит граница адекватности при выборе экранных пар. Индустрия снова наступила на старые грабли, и градус возмущения зрителей сейчас взлетит до небес. А теперь забываем про фестивальные улыбки. Переходим к теме, от которой в турецких соцсетях сейчас стоит настоящий гул. Чаглар Эртугрул, Дерия Пынар Ак и их новый совместный проект Чиркин. Казалось бы, обычный анонс кастинга, но зрители зацепились за одну деталь, и полыхнуло так, что мало не показалось. Ему 38, ей 22, 16 лет разница. В сериальном мире это сразу вызвало столкновение двух лагерей. Одни пожимают плечами. Ребята, они профессионалы, оба совершеннолетние, вопрос закрыт. Другие возмущаются. До каких пор индустрия будет упорно ставить в пару к зрелым мужчинам совсем юных девочек? И вот тут начинается самое интересное. Это не скандал ради шума. Это бунт против старых привычек индустрии. Чаглар молчать не стал и ответил прямо: мы взрослые люди. Если бы партнерша была несовершеннолетней, я бы отказался от роли. Юридически и профессионально он абсолютно прав. Работа есть работа. Но вот парадокс. Его слова не только не закрыли тему, а плеснули в нее бензина. Почему? Потому что зрительницы обсуждают не паспорта актеров. Они обсуждают набившую оскомину схему. Аудитория просто устала от этого двойного стандарта, где у мужчин в турецком кино время идет по одним правилам, а у женщин по другим. Это не атака лично на Чаглара или на Дерию. Это сигнал о том, что вкус публики изменился. Раньше зритель проглатывал такие кастинги молча, а теперь требует верить в отношения на экране. И вот тут для создателей Чиркин начинается ходьба по минному полю. Если химия случится, а сценарий логично объяснит эту связь, зрители забудут про любые цифры. Но если история будет слабой и фальшивой, возрастная разница будет торчать из каждого кадра, как ржавый гвоздь из дорогого кресла. Кто не спорит с тем, что Чаглар – мощный харизматичный актер, а Дерия – яркая восходящая звезда. Холмить проект до премьеры глупо. Но теперь за Чиркин будут следить под лупой. Это уже не просто премьера, это проверка. Смогут ли создатели убедить нас своей историей, или зрители так и останутся спорить о цифрах. А пока в соцсетях ломают копья из-за кастингов, хочется выдохнуть и перейти к финальной новости. Возвращаемся в Канны. Там Синем Унсал дала интервью, после которого захотелось аплодировать. Никаких сплетен, никаких обсуждений платьев, только мощный разговор о том, почему турецкие сериалы вообще взяли весь мир в заложники. Финальная новость звучит уже не как очередная сплетня из желтой прессы. Никаких личных драм, никаких споров из-за возраста и кричащих заголовков. Здесь масштаб совсем другой. Синем Унсал на Каннском фестивале говорила о Турции так, будто эта страна изначально была создана исключительно для кино. И знаете, я с ней абсолютно согласен. За что мы вообще любим турецкие сериалы? Да, пронзительные взгляды, семейные тайны, герои,
которые одним долгим молчанием выдают больше эмоций, чем монологом на 10 минут. Но есть деталь, без которой эта магия бы просто не сработала. Сама Турция. Она умеет играть в кадре не хуже титулованных актеров. У каждого региона там свое уникальное лицо. Стамбул – это натянутый нерв, роскошные особняки на Босфоре и стойкое ощущение, что за каждым семейным ужином прячется скелет в шкафу. Каппадокия – мистическая сказка с привкусом застарелой боли. Эгейское побережье, соленый ветер, летняя свобода и разговоры на террасе, после которых жизнь героев уже никогда не будет прежней. В хорошем турецком сериале «Локация» это не просто красивая открытка на фоне, это полноправный, хоть и молчаливый персонаж. Уберите из сильной драмы фактуру места. Эти узкие улочки, тяжелые старые двери, традиционный чай на столе, горы на горизонте, и сцена моментально повиснет в воздухе. Актеры могут гениально отыграть слезы, но без живого мира вокруг им просто не поверишь. Поэтому выступление Синем Унсал в Каннах – это очень сильный ход. Она не просто красовалась перед фотографами. Она выступала как амбассадор целой индустрии, которая давно взяла в заложники полмира, от Латинской Америки до Ближнего Востока. Это прямой сигнал для глобальных платформ и продюсеров. Турция – готовая кинематографическая карта. Бери и снимай. И давайте честно, обсуждать такой выход на международный рынок куда интереснее, чем в 100-й раз спорить, чей наряд на дорожке был удачнее. Собственно, сегодняшний наш выпуск отлично отражает всю многогранность этого турецкого сериального мира. Мы начали с искреннего счастья Озгю Кая и железного характера Сиреной Сарыкая. Потом поймали интригу с новым проектом Мурата Уналмыша и разгадали хитрый лондонский маневр Ханде Эрчел. Прошли через горячий бунт зрителей против двойных стандартов индустрии вместе с Чагларом Эртугрулом. А Синем Унсал просто красиво закольцевала эту картину. Турецкий мир держится не на одном скандале и не на одной звезде. Это мощный сплав людей, историй и невероятной атмосферы. Именно поэтому мы с вами продолжаем за всем этим следить. Вот такой у нас сегодня получился турецкий калейдоскоп. Не просто сводка новостей, а реальный срез того, чем сейчас дышит индустрия. Мы увидели, как слухи о летней свадьбе Озгю Кая балансируют на грани между пиаром и настоящими чувствами. Узнали, что за глянцевым фасадом Сиренай Сарыкая скрывается стальной характер. Почувствовали магию Каппадокии, которая уже затаилась в ожидании новой драмы с Муратом Уналмышем. Разобрали хитрый лондонский маневр Ханде Эрчел и поняли, почему зритель больше не хочет молча проглатывать сериальные шаблоны, глядя на экранную пару Чаглара Эртугрула. А теперь ваша очередь. Мне очень интересно ваше мнение. Какая из этих тем зацепила вас сильнее всего? Ждете красивую свадьбу в конце лета? Заинтригованы лондонскими планами Ханде? Или может вас тоже откровенно триггерит тема с большой разницей в возрасте у экранных партнеров? Спускайтесь в комментарии, давайте обсуждать. Я читаю все. Тем более, что за каждой из этих историй точно будет продолжение, и тишина там долго не продержится. Обязательно подписывайтесь на канал Любовь и Мечты и ставьте лайк, если вам важны честные разборы. Где факт, где пустой слух, а где индустрия просто играет по своим правилам. Увидимся в следующем выпуске. Поверьте, турецкая пресса уже щедро сыплет свежий перец. До встречи.